Продолжаем вязать нашу кофточку круговорот листьев. Сегодня наша задача связать стороны и рукава. Значит, чтобы было удобнее вам показывать, что я вяжу. Вот выкройка данного изделия. И я зеленым на выкройке буду показывать каждую часть, которую я буду провязывать. Так мы работаем в этой и следующей части. Начинаем из сторон. Стороны вот раз, два связать. Давайте с этой стороны. Так? Сразу придерживаемся нашей схемки. Итак, смотрим. Сторона, вот она. У нас здесь убавляются петельки или закрываются. Мы будем не закрывать, мы просто будем их откладывать. Так, один раз 4 петли, 3 раза 3 петли. Повторяем 4, 3 раза 3 петли. Это для маленького размера 58, где у нас петелек, так, для размера М. Смотрите, для размера L, XL и так дальше мы придерживаемся этого же. 4 петли оставить по 3 петли, 4 петли по 3 петли. Просто у нас рядов таким образом будет меньше. С другой стороны мы всегда оставляем по одной петельке. Таким образом у нас будет ровненькое полотно. Так, соединяем ниточку. Значит, вяжу первые 4 петли. Раз. 2, перекидываем конец, 3 и 4. После 4 петель ставим маркер. Так, вот маркер ставим. Дальше все петельки выполняем лицевыми. Вот каждую следующую вяжем лицевой петлей. Так мы все петли выполняем лицевыми до последней петли вот нашего шестиугольника, стороны шестиугольника, то есть только эту сторону вяжем. Так, вот я довязываю нашу сторону, видите, маркер стороны у нас до последней. Всегда последнюю петлю будем оборачивать, нить перед вязанием, петельку снимаем, нить за вязанием. Так вот, это был первый ряд. Так, дополнительно убрать. Работа поворачиваем. Второй ряд у нас с изнаночной стороны. Да, мы снова вяжем поворотными рядами. Итак, вот ниточка вот здесь. Мы ее туда не переводим, так как эта петелька у нас должна быть обернутая. Первую петлю снимаем. Так, ставим маркер. С этой стороны там был синий, какой-то принципиально другого цвета, так чтобы различать стороны. Вот будет оранжевый. Вяжем все петельки изнаночными. Вот каждую петлю провязываю изнаночной петлей. Значит, это у нас второй ряд с изнаночной стороны. Вяжем все петли изнаночными всегда до последней петли. До последней петли имеется в виду перед вот этим маркером, что вы поставили. Так, вот второй ряд довязываем до последней. Последняя петля перед маркером оборачивается. Если это изнаночная сторона, ниточку отправляем назад, петельку снимаем, ниточку возвращаем к нам. Так, работу поворачиваем. Так, следующий третий ряд с лицевой стороны. Как мы смотрели на схемке, у нас было закрыть 4 петли один раз, затем 3 петли по 3 раза, так? То есть теперь 3 петли. Первую петлю снимаем, но мы не закрываем, мы просто оставляем на спице. Вторую провязываем лицевой, третью провязываем лицевой. Вот эти петли, что у нас уже здесь, они просто уже будут сшиваться с боковой стороной, с той стороны. Вот. Ставим маркер. Вот так. То есть 4, здесь вот 3 петельки. Ставим маркер. Третий ряд. Продолжаю вязать все петли лицевыми, так как это лицевая сторона, до последней петли перед вот этим маркером. Так вот, довязываем третий ряд. Последняя петля перед маркером оборачивается, нить перед вязанием снять петлю, нить за вязанием. Так, работу поворачиваем. Следующий четвертый ряд. Одну петельку снимаем, с этой стороны мы по одной петле отправляем, так, на дополнительную спицу или за маркер туда. Все петли вяжем изнаночными. Вот каждую петлю
выполняем изнаночной. И так до последней петли перед синим маркером. Так вот довязываем. Последнюю оборачиваем, нить за вязанием снять петлю, нить перед вязанием, убираем маркер, работу поворачиваем. Так, продолжаем. 5-й ряд у нас лицевая сторона. Так, 4, 3, снова 3 петли. Первую снимаем, 2 следующих провязываем лицевыми, ставим маркер. Так, продолжаем остальные петли вязать лицевыми. Значит, это 5-й ряд, лицевыми снова вяжем до последней петли перед вот этим маркером. Так, снова довязываем до последней, нить перед вязанием снять петлю, нить за вязанием. Снимаем маркер, работу поворачиваем. Так, 6-й ряд. С этой стороны у нас всегда по одной петельке, мы ее просто снимаем. Возвращаем маркер обратно и вяжем все петли изнаночными. Так, изнаночными вязать до последней петли. Так, заканчиваю 6-й ряд, оборачиваем последнюю петлю. Так, снимаем маркер, работу поворачиваем. Проверяем, что у нас здесь. Вот, 1 раз 4 петли, 2 раза 3 петли, то есть еще 1 раз 3 петли. Должны отставить. Первую петлю снимаем, вторую, третью вяжем лицевыми. Вот, и ставим маркер. Это 7-й ряд, продолжаю вязать лицевыми каждую следующую петлю до последней петли перед маркером. Так, последнюю петлю обернуть. Смотрите, всегда, когда оборачиваете, сначала с лицевую сторону ниточку снимаем петлю, затем отправляем в изнаночную сторону. Так, забираем маркер. Так, следующий 8-й ряд, снять одну петлю и ставим маркер обратно. Видите, уже здесь 4 петельки. Так, все петли выполняем изнаночными. Вяжем все петли изнаночными до последней. Так, вот 8-й ряд. Тоже сначала ниточку в лицевую сторону, то есть туда петельку снимаем и отправляем ниточку в изнаночную сторону. С изнаночной стороны остается. Снять маркер, работу поворачиваем. Так, значит, вот эти 8 рядов будем повторять. Смотрите, мы вот 4 оставили, 3, 3, 3. Так у нас на схеме, видите, 4, раз, 2, 3 по 3, снова 4, 3 петли. И так пока не заканчиваем. Ну, петли не должны закончиться, в конце у вас должны остаться 4 петельки. Там сколько бы у вас ни осталось, 2, 3, 4, вы вот так их оставляете. То есть разные размеры, может остаться разное количество петель, это не страшно. Так, значит, продолжаем. Мы должны сейчас оставить 4 петли, так? Первую снимаем, дальше 2, 3 и 4 провязываются лицевыми. Вот снова 4 петли, ставим маркер. Так, все лицевые. Значит, с другой стороны, вот здесь, видите, по одной петельке, и так по одной петельке продолжаем оставлять. Значит, повторяйте последние 8 вот этих рядов. Так, я провязала 24 ряда. Смотрите, 4 петельки, затем 3 петли 1, 3 петли 2, 3 петли 3. Снова 4 петли, 3 петли 1, 3 петли 2, 3 петли 3. 4 петли, 3 петли 1, 3, 2, 3, 3. Так, дальше я хочу конец с вами довязать. 25 ряд у меня, снова 4 петли. Первую снимаем, вторую, третью и 4 провязываем лицевыми, ставим маркер. Дальше вяжем лицевыми до последней. Это 1, 2, 3, 4, 5, 6 петель у меня. Затем оборачиваем следующую петлю. Так, работу поворачиваем. Снять маркер, снять одну петлю, вернуть маркер. Так, 26 ряд вяжем изнаночными. 1, 2, 3, 4, 5. Шестую петлю оборачиваем, нить за вязанием, снять петлю, нить перед вязанием, повернуть. Так, следующий 27 ряд, снять маркер, снять петлю, 4 было, теперь 3, то есть еще 2 лицевые. Возвращаем маркер. Затем 2 лицевые провязываем,
третью оборачиваем, нить перед вязанием снять петлю, нить за вязанием, работу повернуть, снять маркер. И последний у меня 28 ряд, я снимаю петлю, так ставлю маркер и вяжу 2 изнаночных. Видите, у меня в конце осталось для моего размера только 2 петли. Вот так закончила я вязание. Так, забрать маркер, значит, вот эти петельки у нас идут на сторону, вот, а нижние петельки, вот те, что снизу, мы их используем для низа. Так, давайте. Значит, смотрите, вот горловинка моя сверху, а низ я уже поменяла на вот такие длинные спицы, для того, чтобы и вот эти петельки сюда снять. То есть вот на этой спице они у нас только что были. Так, я поменяла, так как мне так удобнее. Значит, вот эти все петли вот я снимаю полностью на нижнюю спицу. Значит, внизу низ нашей кофточки будет довязываться последним, поэтому на круговых спицах будет удобнее. Вот, что петли расположены. То есть наши вот эти 62 и вот наш низ. Здесь у нас было 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 петель. Здесь, соответственно, 48 петель. Так, вот нижние петли у меня отложены. Вот боковые петли. Значит, смотрите. На первой детали вы связали вот боковую сторону, ниточку отрезаем, вяжем вторую боковую сторону, рукава, затем все ниточки отрезаем, затем вяжем вторую часть. Вот я уже одну такую часть связала, видите? 2 стороны, 2 рукава. Так, значит, есть первая, вот здесь вторая сторона. Так, с лицевой стороны начинаем. Снова я беру 2 маркера и соединяю ниточку. Значит, это низ, по одной петли со стороны низа оставляем и чередуем 4, 3, 3, 3 со стороны рукава. То есть на схемке мы сейчас вот эту часть вот отсюда вяжем. Видите, по одной петельке с этой стороны 4, 3, 3, 3, снова 4, 3, 3, 3 с другой стороны. Так. Провязываю я первую лицевой, перекинуть хвостик и поставить маркер. У нас там, где одна, там был оранжевый маркер. Я так и оставляю, так я уже так запомнила. Так, дальше вяжу все петли лицевыми до последней петли с другой стороны. То есть до вот этой петельки. Все лицевые. Так вот я лицевыми довязываю до последней. Последнюю оборачиваем, нить перед вязанием снять петлю, нить переводим за вязанием. Так, работу поворачиваем. Второй ряд у нас с изнаночной стороны. Значит, первую петлю снимаем. 4 петли у нас должно быть, еще 3 изнаночных. Вот 2 и 3. Есть 4 петельки. Ставим маркер. Продолжаем вязать все петли изнаночными до последней петли перед маркером. Так, вот довязываю до последней, оборачиваем. Нить за вязанием снять петлю, нить перед вязанием. Снимаем маркер, работу поворачиваем. Продолжаем третий ряд с этой стороны по одной петли, то есть снова одну снимаем, ставим маркер. Третий ряд все петельки вяжутся лицевыми. Так, вот одна петля осталась, ее оборачиваем. Нить перед вязанием снять петлю, нить за вязанием. Забираем маркер. Так, следующий 4-й ряд с изнаночной стороны. Значит, здесь снималось у нас 4 петли, теперь 3. Одну снимаем, 2 изнаночных. Вот 3 петельки. И ставлю маркер. Продолжаю вязать все изнаночные до последней петли. Это 4-й ряд. Так, последнюю петлю мы оборачиваем, нить за вязанием снять петлю, нить перед вязанием снять маркер. Так, эти петельки назад.
Значит, работу поворачиваем. Следующий 5-й у нас ряд. Значит, снять петлю, вернуть маркер. Вяжем лицевыми до последней петли перед маркером синим. Так, до последней довязали, последнюю обернуть, нить перед вязанием, снять петлю, забрать маркер, повернуть. Так, 6-й ряд, изнанка. Снимаем первую петлю, 2 изнаночных. Вот, смотрите, 4, раз 3, второй раз 3 петли. Ставим маркер, продолжаем вязать каждую следующую изнаночной петлей. Вот до маркера, вот эту всю часть. Так, вот довязываю 6-й ряд, последнюю петлю оборачиваем. Работу разворачиваем. Следующий 7-й ряд. Снять петлю, поставить маркер, все петли лицевыми до последней петли. Так, последнюю оборачиваем, нить перед вязанием, снять петлю, нить за вязанием, вернуть петлю обратно, работу повернуть. Так, и 8-й ряд, снять маркер, значит 4, раз 3, второй раз 3 и вот 3-й раз 3. Одну петлю снимаем, 2 изнаночных вяжем и ставим маркер. Продолжаю вязать все изнаночными до последней. 8-й ряд, последнюю петлю оборачиваем. Так. Так, значит, последние 8 рядов мы повторяем. То есть с лицевой стороны всегда в начале ряда мы оставляем по одной петельке. Переставляем маркер. Все остальные петли вяжем лицевыми. И всегда с изнаночной стороны чередуем 4, 3, 3, 3. Вот видите, то есть снова у нас 4 петельки. Снимаем маркер, снять первую петлю, вторую, третью и четвертую провязать изнаночную. То есть 4, 3, 3, 3, снова 4, 3, 3, 3 и так дальше. Значит, дальше самостоятельно довязываем. Так я с 25 ряда тоже вам покажу уже конец. До 24 фактически 8 рядов повторяем всего трижды. Это для моего размера, для остальных там сколько у вас получится. Вот это мы вяжем. Вот правую сторону. С правой стороны вот тоже я провязала 24 ряда и довязываю с вами вместе. Значит, 25 ряд снять маркер, снять петлю, вернуть обратно маркер, вяжем лицевыми до последней. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 лицевых, 10-ю оборачиваем, снять маркер. Так, следующий 26 ряд с изнаночной стороны снять петлю, значит 4, 3, 3, 3, то есть снова 4. Раз, два, 3 и 4, то есть одну петлю сняли и 3 изнаночных провязали. Вот, ставим сюда маркер, вяжем изнаночными 1, 2, 3, 4, 5 и 6-ю оборачиваем. Нить за вязанием снять петлю, нить перед вязанием повернуть. Так, дальше снять петлю, переснять. Значит, здесь 14 должно быть сейчас. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14. Есть петелек. Ставим маркер. Это 27 ряд. Вяжем лицевыми 1, 2, 3, 4 и 5-ю оборачиваем. Нить перед вязанием снять петлю, нить за вязанием повернуть. Сейчас будем возвращать петлю. Так, и 28 последний ряд. Так, первую петельку снимаем и изнаночными провязываем. Значит, смотрите, у нас 3 изнаночных мы должны были здесь поставить маркер и еще 2 изнаночных, так как это с изнаночной стороны должны закончить. Вот так у нас получается здесь. Последнюю уже не оборачиваем. Эта петелька должна пойти сюда. То есть здесь должно быть 48 петель на правой стороне. Так же, как мы вот это все сделали налево. Приступаем к вязанию рукава. Так, вот наш правый рукав.
вот эти петли. Тоже у нас здесь 62 петли, как и везде. Значит, здесь 58 петель. Смотрите, сверху, то есть со стороны плеча, вот горловинка со стороны плеча, вот здесь у нас каждый раз оставляем мы по одной петле, то есть вот так ровненько, как внизу. А с этой стороны 26 рядов провязываем ровненько, то есть не делаю убавок, а дальше убавляем по 2 петли и только в конце еще 3 петли. Так как у меня здесь петель больше, я буду вязать не 26, а 28 рядов. Тоже для себя пересмотрите. Там примерно по 2 ряда на каждый следующий размер будет у вас больше провязываться вот здесь. Так, значит, с лицевой стороны, как всегда, я начинаю, соединяю ниточку. Так, первая кромка, я ее буду снимать, но сейчас провязываю. Так, чтобы перейти на новую ниточку, перекрестить концы. Продолжаю вязать все лицевыми петли. Вот, каждую петлю провязываю лицевой, всего у меня 62 петли до последней, вот до вот этой петли. Так, вот лицевыми до последней, последнюю оборачиваем, нить перед вязанием снять петлю, нить за вязанием. Так, давайте вот этот маркер я буду далее использовать. Это у нас был маркер шестиугольника. Так, работу поворачиваем. Второй ряд, значит, мы со стороны плеча оставляем по одной петли в каждом изнаночном ряду. Значит, снять петлю, ставим маркер и вяжем все петли изнаночными. Так изнаночными провязываем до конца ряда. Так, изнаночными довязываем, кромку тоже вяжем изнаночной. Никаких петель с этой стороны не оборачиваем. Вот второй наш ряд. Так, снова работу поворачиваем. Дальше с 3 по 26 ряд, по 28, да, для моего размера, для М по 26, а для больших уже смотрите. Мы вяжем, повторяя эти два ряда. То есть первую петлю снимаем, все петельки лицевыми с этой стороны, вот каждую вяжем лицевой до последней петли перед маркером, вот этим. Последнюю петлю перед маркером оборачиваем, нить перед вязанием снять петлю, нить за вязанием. Забираем маркер, поворачиваем в изнаночную сторону. Четвертый ряд вяжется как второй. Снять петлю, поставить маркер, все петельки изнаночными до конца ряда. Так, довязываем изнаночными, кромку тоже изнаночной петлей. Видите, здесь у нас все ровно. Работу поворачиваем. Все. И так дальше мы продолжаем вязать 28 рядов рукава. Каждый раз здесь оставляя ровненько, а здесь по одной петельке оставляет. То есть 28 разделить на 2, это 14 петель у нас должно здесь быть с этой стороны. Так, значит, вот что у меня с рукава уже я провязала сейчас. Так, 28 рядов. То есть с этой стороны вот 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 петель. Видите? Значит, теперь, согласно схеме, мы отсюда будем тоже забирать по 2 петельки. В конце 3. Это количество рядов для каждого размера все больше и больше, примерно на 2 ряда. Но сейчас мы примерно связали половинку высоты рукава. Значит, следующий мой ряд. Первую петлю я снимаю, одну провязываю лицевой и ставлю маркер. То есть сложила я 2 петельки. Остальные петли выполняю лицевыми, как и ранее, до последней петли. Так, в конце последнюю оборачиваем. Нить перед вязанием снять петлю, нить за вязанием, работу поворачиваем. Так, ряд с изнаночной стороны. Это первую петлю снимаем. Так, вернуть маркер, не забываем. И вяжем все петли изнаночными. Теперь мы изнаночными вяжем до последней петли перед маркером. С этой стороны у нас уже маркер, поэтому до последней петельки выполняем все изнаночные.
Так, довязываем изнаночными. Вот последняя петля, нить за вязанием. Петельку снимаем, нить перед вязанием, работу поворачиваем. Так, эти два ряда дальше повторяем. Значит, снова с лицевой стороны маркер снять, первую петлю снять, вторую провязать лицевой. То есть каждый раз по 2 петли с этой стороны мы откладываем. Так, вернуть маркер. Все петли вяжем лицевыми с лицевой стороны до последней петли перед маркером. Так, последнюю петлю перед маркером оборачиваем. Снимаем маркер, работу поворачиваем. Каждый ряд с изнаночной стороны первую петлю снимаем, возвращаем обратно маркер. Все петли вяжем изнаночными до последней петли перед маркером. И последнюю оборачиваем, нить за вязанием снять петлю, нить перед вязанием, работу повернуть. Все, повторяйте эти два ряда. Помним, что в конце у нас несколько раз будет больше петель. 3 петли там по схеме, но ничего, если там будет у кого 2, у кого 3, останется разные у нас всех размеры и разное количество петель. Так, вот 13 раз я оставила по 2 петельки с этой стороны, по 2. Дальше будем оставлять по 3. Снимаем первую, 2 лицевые, то есть уже 3 петли мы отвязали. Ставим маркер лицевыми до последней. Это 1, 2, 3, 4, 5 лицевых и одну оборачиваем. Нить перед вязанием снять петлю, нить за вязанием. Так, работу поворачиваем. Следующий ряд с изнаночной стороны. Снимаем первую петлю, поставить маркер. Вяжем изнаночными 1, 2, 3, 4, 5 обернуть, нить за вязанием снять петлю, нить перед вязанием, работу разворачиваем. Забираем маркер, одну снимаем. Так, провязываем лицевыми вторую, третью и четвертую. То есть у нас здесь 3, а здесь 4 петельки. Последнюю не оборачиваем. Мы сейчас будем вязать вдоль этой стороны и ее сразу будем провязывать. То есть я ее вот так оставляю, то есть здесь вот маркер. То есть вот эта петелька уже принадлежит нашему плечу. Вот так лучше маркер поставить. Итого у нас 33 петельки на рукаве, сверху 29 петель плюс 8, которые мы оставили ранее. Значит, дальше мы, если это у нас спинка, вяжем один ряд над верхними петлями, чтобы провязать обернутые петли. И тогда отрезаем ниточку, откладываем работу. Если это перед, будем вязать по схеме. Схема наша начинается тоже с лицевой глади, то есть опять же мы будем вязать их лицевыми, вот эти обернутые петли. Но провязываем полностью схему и тогда уже соединяем со спинкой. Так, значит, вставка плеча, наш первый ряд. Значит, вяжем все лицевыми. Смотрите, вот лицевая. Так, туда, чтобы не мешали. Следующая у нас обернутая петля, видите? Петлю оборачивания. Вот, подхватываем. Отсюда можно лучше. Вот, подхватила слева направо. Подхватываю саму петлю. Вот так пересняла, чтобы вместе их провязать лицевой петлей. Вот так 2 вместе лицевой. Снова подхватила петлю оборачивания, саму петлю и провязала их вместе. То есть мы вяжем лицевыми вместе с петлей оборачивания. Вот 2 петельки провязала вместе. Подхватила петлю оборачивания, саму петлю провязала вместе лицевой. Вот видите, лицевые петли. Но благодаря этим петлям оборачивания у нас здесь не будет отверстий. Так вот, вместе. Так вот, предпоследняя провязывается вместе с петлей оборачивания. И последнюю провязываем вместе с петлей оборачивания. Так, смотрите, это мы наше плечико провязали. Осталось еще дополнительных вот этих 8 петель. Так, нам важно вот здесь стянуть. Смотрите, если мы просто провяжем лицевой, может быть отверстие. Так, смотрим,
что стягивает вот это отверстие. Вот эту петельку, видите, вот можно поднять и провязать тогда 2 петли вместе, и отверстия не будет. Довязываю вторая лицевая, 3, 4, 5, 6, 7, и последняя будет кромка изнаночной петлей. Остальное это горловинка. Горловинку не трогаем, она остается на вот этих спицах. Так, значит, вот наш рукав. Теперь все то же самое нужно повторить вот с другой стороны, то есть связать другой рукав. Значит, со стороны плеча мы оставляем по одной петельке. Здесь первые 28 рядов вяжем ровненько. Так, соединяю я ниточку. Значит, первую петельку провязываю лицевой, ставлю маркер, короткий конец нити, где там он есть, вот, перекинуть через длинный, чтобы зафиксировать. Тогда следующая петля его фиксирует. Так, все петли вяжем лицевыми. Так, довязываем. Последнюю кромку вяжем изнаночной петлей. Так, с этой стороны пока маркер не берем, работу повернуть. Второй у нас ряд будет. Так, первую петлю снимаем. Дальше остальные все изнаночными вяжем до последней петли перед маркером. Вот это все провязать изнаночными до маркера. Так, последнюю петлю перед маркером оборачиваем. Нить за вязанием снять петлю, нить перед вязанием, работу повернуть. Значит, до 28 ряда эти два ряда повторяем. Снова я снимаю следующую петлю, ставлю маркер. И вот все лицевыми. Значит, это уже самостоятельно хорошо до 28 ряда. Так, вот 28 рядов провязано. Всего у меня вот получается здесь тоже 14 петелек. Значит, довязываем 28 ряд, где последнюю петлю оборачиваем. Так, со следующего 29 ряда здесь сверху продолжаем по одной петельке, а с другой стороны мы оставляем по 2 петли. Итого, значит, 29 ряд будет снять петлю, поставить маркер, все петли вяжем лицевыми. Так. Последнюю нить перед вязанием снять петлю, нить за вязанием, работу повернуть. Дальше следующий ряд с изнаночной стороны. Первую петлю снимаем, 1 изнаночная, ставим маркер, все петли вяжем изнаночными до последней. Так, в конце последнюю перед маркером оборачиваем. Эти два ряда повторяем. Следующий 31 ряд, снимаем петлю. Так, забыли переставить маркер. Снимаем петлю, ставим маркер. Вяжем все лицевыми до последней петли перед уже оранжевым маркером. Последнюю оборачиваем, нить перед вязанием снять петлю, нить за вязанием. Так, снимаем маркер, работу поворачиваем. Так, с изнаночной стороны снова 2 петельки. Одну снимаем, вторую провязываем изнаночной и вернуть обратно маркер. Остальные петли выполняем изнаночными до конца ряда. Так, у меня сейчас вот 54 ряда провязано. Так, заканчиваем тоже вместе. Значит, снимаем маркер, 55 ряд, снять петлю, вернуть маркер. Вяжем лицевыми до последней. Так, всего 2, 4, 5, 6, 7 лицевых, 8 оборачиваем. Так, здесь у нас с этой стороны 13 раз мы оставили по 2 петельки. Дальше 3 и 4 петли должно быть. Так, работу повернуть. Первую снимаем, вторую изнаночной, третью изнаночной. Вот 3 петли мы оставляем, получается. Ставим маркер и вяжем все петли изнаночными. Значит, 4 изнаночных, нить за вязанием снять петлю, нить перед вязанием вернуть петлю обратно. И последние ряды. Так, первую петельку снимаем, возвращаем маркер, вяжем 3 лицевые, 4 обернуть, работу поворачиваем, первую петельку снимаем,
3 изнаночных, 1, 2, последняя петля тоже сюда идет, на рукав, а не на плечо, вот так. Вот. Мы закончили наш второй рукав. Так, и снова вот здесь у меня 33 петли, сверху 29 петель. Мы должны, если это спинка, провязать один ряд вот этих петель, чтобы провязать их вместе с петлей, которую оборачивали. Если это перед, то вот этот ряд и дальше по схеме. Так, значит, поворачиваем обратно в изнаночную сторону. Так, значит, все петли у нас обернуты, и мы должны провязать их вместе с петлей оборачивания. Так, я подхватываю петлю оборачивания, подхватываю саму петлю, вот так, снимаю и сразу же возвращаю обратно уже как 2 петли. Нить перед вязанием за заднюю стенку провязываю их вместе изнаночной петлей. Вот так. Еще раз. Подхватила нить оборачивания, подхватила петлю, вернула обратно и провязала вместе изнаночной за заднюю стенку. Стягивайте сильнее. Нить оборачивания, петлю, вернуть обратно, нить перед вязанием, 2 вместе изнаночные за заднюю стенку. Вот так полностью все петельки нам нужно выполнить, все 29 петель. Предпоследняя петля, вот подхватываю ниточку оборачивания, саму петлю, переснимаю, возвращаю, 2 вместе провязываю за заднюю стеночку. Последняя кромка просто изнаночной, стянуть. Так, и теперь еще 8 петель плеча у нас здесь осталось от 6-го края шестиугольника. Если вот так сразу будем вязать, здесь будет отверстие, то есть нам нужно вот эту петельку вот взять и вместе со следующей провязать. Только провязываю тоже за заднюю стенку, поворачиваю петлю правой стеночкой назад и 2 вместе изнаночной за заднюю стенку. Так, чтобы вот эта петелька у нас осталась главной. Вот. Значит, изнаночная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Так, стянуть. Сколько у нас концов? Все стянуть. Так, вот готово. Работу повернуть. Смотрим. Значит, вот так отделка сверху плеча у нас. Значит, сейчас вот так у вас все должно быть для спинки. Теперь все то же самое, 2 стороны, рукав вы вяжете для переда. Но вместе с рукавом довязывать мы будем и нашу вставку плеча вот такую. Как вязать такую вставку плеча, я уже покажу вам в следующем, последнем видео. Мы свяжем не только вставки плеча, но все соединим вместе. Всем спасибо и до новых встреч!